городе. Мы в городе Тринидад. Мы в гончарной мастерской какого-то очень знаменитого гончара. Ну и, естественно, здесь такой магазинчик при нем. И множество всяких этих колокольчиков. Тарелок и прочее. Прямо здесь стоят гончарные станки, и вот они ваяют свои произведения. Это дворец богатых братьев. Его хотели восстановить и сделать из него гостиницу, но вот что-то не получилось. Это тоже дворец. Сейчас здесь музей города. А так город вот остался замороженный во времени. Такой исторический центр. Все дома с решетками, в основном металлические, а вот встречаются и деревянные. Если решетка деревянная, то это значит решетка до 19 века. А вот металлические. Ну, стекол-то нет, мы же помним. Мостовая историческая, такая каменная, с травой, а посередине идет сточная канава. Хотя сейчас есть канализация у них, вода есть, все есть. И вот мы на Пласа Майор выходим. Так, мы в Тринидаде. Город Святой Троицы. Третий город, основанный на Кубе. Город с интересной судьбой. Пираты, конкистадоры. Короче говоря, все тут было. Но потом он пришел в забвение, и поэтому сохранился примерно в первоначальном виде. Вот. Здесь даже вот на этом месте стоял дом Кортеса. Он был губернатором. Да, такое празднование 15-летия. Все девочки устраивают фотосессию, приглашают гостей, ну, праздник. Вот остатки роскоши. Вообще очень часто на этот город нападали пираты. Вот отсюда и решетки всевозможные. Ну и, конечно, то, что не было стекол, чтобы хоть какая-то защита была. Окна-то открывали настежь. Собор. Не туристические аттракционы, это вполне себе транспорт. Как такси, как рикши. То есть местные жители тоже пользуются. Это дом защиты братьев из Навы, которые они приехали из Деревянный потолок, его можно разбирать и перевозить в другой дом, например. Ракушки. Ну, в основном 17-18 век здесь. Эволюция решеток. Металлическая, деревянная, и вон там за деревянной современной. Естественно, за парадными залами открывается дворик-патио. Вот вся жизнь здесь и была. Сюда выходили спальни, подсобные помещения, кухни и прочее. Джакузи. Душ. Вот такая конструкция. Вон со всех сторон краники. Ну, короче, это были очень богатые люди. Плантаторы, рабовладельцы и прочее. Купались в золоте. Могли себе позволить. В середине 19 века здесь появилась и своя персональная электростанция химическая, карбидовая. Вот она, система сбора воды. Идет вот сверху и
вниз. И там были бочки. А снаружи собор смотрелся меньше. Тут вот прям такой большой. Вот сидячий Христос. Таких фигур не очень много в мире. Всего, говорят, 3. Вот одна из них здесь, в Тринидад. Здесь рядом с церковью как раз находился рынок рабов. Вот с такими ступеньками. И рабы чем дороже, тем выше стояли. Прям вот за стеной церкви. И здесь проходили самые большие торги рабами. Потому что первый город, в который они пребывали, это город Тринидад. Церковь, которая там на заднем фоне, не действующая. Франциска Святого. А сейчас это музей борьбы с вооруженными этими самыми формированиями, которые были в горах долгое время после революции. Музей романтичного периода вот в этом здании. А в этом здании вот опять решетки старинные, деревянные. Мира посещают там много туристов, потому что приезжают в город. Вот так расходятся все старинные улочки. Город тоже охраняется ЮНЕСКО, поэтому особо ничего здесь перестраивать нельзя. Сюда приезжает очень много туристов, ну и вот наслаждаются замороженным городом 17 века. Это площадь Фикуса. Здесь был основан город Тринидад. Это площадь такая маленькая. Была окончательно. Какой-то старинный бар. И здесь есть тенек. В городе просто нестерпимо жарко. Я не понимаю, как они здесь летом живут. Если сейчас это вот зима такая. Это коктейль. Основан на перваке. То есть вот то, из чего делают ром. Агуардиента. Ведь это же у них зима. У меня в голове не укладывается. Что ж тут творится летом? Ну, такой интересный город. Я не знаю, когда его смотреть. Вечером, ранним утром. Но в обед это как-то прям чревато последствиями. Ну, красиво, да. Это школа. Скойл. Ну так, тоже без стекол. Вообще, зачем здесь стекла? Я теперь все понимаю. В этом городе стекла не нужны. Улочки. Надо найти улочку с тенью. Ну вот, 2 дерева, это уже хорошо. Это уже тень. Самая знаменитая песня. И висят такие клетки с птичками. Или с ними ходят люди. Не знаю, может, выгуливают своих птичек. Ну вот. Вся жизнь, конечно, проходит где-то там внутри. Вот здесь. За этими решеточками, заставинками. А решетки начали ставить, когда на город нападали пираты. Чтобы хоть как-то защититься, выиграть какое-то время, успеть убежать, пока тут пираты не ворвались. Флаг висит. Это по тенистой стороне улицы. Ну, вот так и живут здесь и сейчас. Конечно, понимаю, что нужно походить побольше, побегать, так сказать, но сил нет.
Сейчас будет 12, самое пекло. Все дороги ведут на Пласа Майор, на главную площадь. Но это как в любом старом городе. Спросите, какой это год, какой это век. Так прям сразу и не скажешь. Можно уже начинать снимать фильмы. Вот тут и выбираешь, идти по тени, ну по камням, или посередине, вот по этой самой канавке, но по ровным камушкам. Ну все, надо уже на сиесту нам закрываться. Ну, это алтарь как храм, да. Девы Марии, которая объединяет в себе еще и африканское божество, покровительницу моря. Ну вот так объединялись две религии. Синкретизм называется вот это. Да. Прибывших сюда рабов и находящихся здесь испанцев. И разрешили обожать свои божья, они просто сделали синкретизм. С африканским. Такого алтаря сидит шаман, который за денежку может предсказать судьбу и дать какой-то оброк, наказ для того, чтобы исполнилось твое желание. Ну все, после обеда срочно требуется сиеста и никакой фиесты. Едем дальше. В магазин только зайдем. Ну так. Это за валюту? Да. Валютный магазин. Ага. Итак, вот. Есть еда. Компания. Посмотрим фабрику, плантацию, где делали тростник. А это как раз принадлежало тем братьям, дворец которых мы видели в Тринидаде, которые никак не восстановят. Ну, а здесь такая вот выставочная площадка получилась, и туристы приезжают, смотрят, как оно здесь было раньше. Все продается, такое ощущение, как будто это вот белье сушится. Вот эту башню построил один из братьев. И это самая высокая башня на Кубе была. А второй брат вырыл самый глубокий колодец. Ну вот, так они и остались в истории. Вот, каким-то случайным образом я уже лезу куда-то наверх в жару. Но здесь хорошо, здесь ветерок. Говорили, что этот брат построил эту башню для того, чтобы было удобнее следить за рабами. Потому что вот это все были плантации с тростником. И вот, соответственно, он сюда залезал и смотрел за ними, наблюдал. Здесь еще остался дом, где жили рабы. Вот он, внизу вот этот вот. Ну, и вот такие были просторы. Ну, не мудрено, они были очень богатыми. Это уже потом, когда открыли сахарную свеклу в Европе, сахар стал не такой востребованный из сахарного тростника. И, соответственно, эти земли продавались за 3 копейки. Их скупали американцы. Ну вот, а здесь еще один этаж с такими бойницами. То есть тут можно было бы и отстреливаться. И лесенка на самый верх. Ну вот, выше некуда. Мы на самом верху. Ну, красиво, красиво. Долина, конечно, прям красивущая. И вот здесь было в этой долине порядка 50 плантаций и заводов. Золотой век сахарного тростника. Белое золото. Композиция. Вот этим колоколом, видимо, созывали рабов. Из этих котлов кормили.
Нет, это сок тростниковый. А, тростниковый сок сюда собирали. Ага. И кипятили в этих посудах. Там А что? вот колокол, тем больше колокол, побольше, тем значит более богатые люди. Ага. Ну, самая высокая башня, самый большой колокол. Люди были богаты. Снизу видно, что дом как бы не для рабов. Тут жили хозяева. Вот такая как бы асьенда. Вот тут изображение хозяев. Под домом жили домашние рабы. Вот прям, где сейчас туалет. Вот там хозяева, внизу домашние рабы. Ручной пресс. Не пресс, а как он? Ну, пресс, наверное, да? Вот. А потом уже пошли животные, а потом уже машины. И так целый день.